Привет, друзья! Знаете, какую сегодня все более жесткую оценку дают немецкой экономике мировые аналитики? Германия постепенно теряет свой статус одной из самых ведущих капиталистических экономик Европы, но при этом так и не превратилась в полностью централизованную систему под сильным контролем государства. В экономическом плане страна все чаще выглядит как такой сложный и, скажем так, неповоротливый гибрид, застрявший между двух моделей. С одной стороны, в мире существуют, вы знаете, классические рыночные модели, где цена, зарплаты и инвестиционные потоки определяются именно исключительно балансом спроса и предложения. С другой же стороны, существуют государственные экономики, где темпы развития и цели задаются властями через централизованные планы. Так вот, Германия, по мнению ряда экспертов, пытается сочетать элементы обеих этих систем, сталкиваясь с серьезными экономическими трудностями. Внешне вроде бы все еще сохраняется привычная модель, то есть свободного рынка, но внутри системы все сильнее зависит от государственного регулирования, бюрократических ограничений и масштабных субсидий. То есть Германия, по сути, все чаще описывается аналитиками как такая себе гибридная модель экономики. Географически и промышленно страна по-прежнему остается мощной и вызывает большой интерес у инвесторов и специалистов, но одновременно сталкивается с растущими вопросами по поводу эффективности экономического курса. Именно этот промежуточный статус – это результат многолетних политических решений и экономических реформ. Знаменитая немецкая модель, которую, напомню, канцлер Гельмут Шмидт активно продвигал еще в 1976 году, со временем претерпела масштабные изменения со стороны последующих правительств, и именно этот затянувшийся процесс сегодня вызывает у международных инвесторов и аналитиков все больше острых дискуссий о будущем немецкой экономики. Первая серьезная трансформация заключается в том, что заметный рост в Германии сегодня все чаще наблюдается именно в государственном секторе. То есть чиновничий аппарат постепенно расширяется, мы с вами это видим, создавая дополнительную нагрузку для частного бизнеса. Государство становится одним из крупнейших игроков на рынке труда. Только вдумайтесь, друзья, государственный сектор Германии сегодня насчитывает 5,4 миллиона сотрудников. Это огромная, просто огромная система чиновников и бюджетных работников по своей численности уже даже превосходит розничную торговлю Германии. Машиностроение, автомобильную и химическую промышленность вместе взяты. Если разложить экономику по отдельным отраслям, масштабы этих изменений выглядят еще более впечатляюще. Государственный сектор Германии сейчас почти в 2 раза больше всей сферы розничной торговли. Он в 5 раз крупнее тяжелого машиностроения. И, вдумайтесь, в 7 раз превосходит автомобильную индустрию и в 11 раз больше всей химической промышленности страны. Все больше экономистов и представителей бизнеса говорят сегодня о том, что вместо расширения производственного сектора экономика все сильнее смещается в сторону именно администрирования и перераспределения бюджетов. Самое важное, эта тенденция на самом деле пока не демонстрирует признаков остановки. Согласно свежим данным, напомню, Федерального статистического управления, в первом квартале 2026 года, вот буквально недавно, общее число занятых в экономике Германии начало снижаться. При этом сокращение рабочих мест в первую очередь затронули именно частный сектор. Пока часть заводов сокращает свое производство, государственный сектор, вы должны это понимать, продолжает расти. Наиболее заметное снижение зафиксировано сегодня в производственном секторе, где занятость сократилась на 2,1%. Строительная отрасль просела сегодня на 1,1%. И только вдумайтесь, госсектор, несмотря на многочисленные обещания политиков того же Фридриха Мерца сократить бюрократию, вырос еще на 1,5%, увеличившись примерно на 181 тысячу новых рабочих мест. Все больше экономистов предупреждают, что при дальнейшем ослаблении частного бизнеса давление на экономику Германии может заметно усилиться.
Вторая серьезная трансформация затрагивает само понятие свободного рынка. Например, в Германии частный сектор все сильнее зависит от государственной финансовой поддержки. Это наглядно подтверждает и свежий аналитический отчет крупного исследовательского института по управлению активами. Согласно их данным, только в государственном бюджете на 2025 год на различные дотации и субсидии была заложена сумма в 117,1 миллиарда евро. Чтобы вы понимали масштаб этих расходов, эта цифра почти в 2 раза превышает показатели, например, 2019 года. Государство продолжает активно поддерживать экономику через масштабные финансовые программы и субсидии. Причем значительная часть этих миллиардов направляется не малому бизнесу, а именно крупным промышленным концернам. А крупнейшие корпорации из главных фондовых индексов в Германии, DAX и MDAX, стали одними из крупнейших получателей государственной поддержки. Поэтому за период с 2013 по 2024 год объем таких выплат превысил 52 миллиарда евро. Например, энергетический гигант E.ON получил около 10,9 миллиарда евро, а вот автомобильный концерн Volkswagen около 9,1 миллиарда евро. Государственная поддержка включает экологические бонусы, инвестиционные программы и льготные цены на электроэнергию для промышленности. Чтобы мы с вами оценили масштаб зависимости бизнеса от субсидий, аналитики сравнили объем государственной поддержки с чистой прибылью компании до уплаты налогов за последние 11 лет. Результаты вызвали активные дискуссии среди экономистов. Например, у концерна E.ON объем господдержки составил более 50% от прибыли за этот период. Авиакомпания Deutsche Lufthansa сформировала за счет субсидий более 40% своего дохода. Даже у Deutsche Bank эта доля достигла 7,7%, а у Volkswagen превысила 5% прибыли до налогообложения. Таким образом, все больше аналитиков отмечают, что крупный немецкий бизнес сегодня все сильнее зависит от решений государства и распределения этих субсидий. Многие экономисты считают, что Людвиг Эрхард вряд ли представлял именно такую модель современного немецкого капитализма. Третья серьезная трансформация все сильнее подчеркивает роль государства в экономике Германии. Экономический рост страны сегодня во многом опирается именно на государственные, а не, как вы могли подумать, частные инвестиции. Главный макроэкономический показатель – это доля госрасходов в валовом внутреннем продукте страны. Например, в 2026 году, по прогнозам аналитиков, может превысить даже отметку в 50%. Это означает, что государство сегодня оказывает огромное влияние более чем на половину экономики. Во многих ключевых сферах, например, от оборонного заказа до транспортной инфраструктуры и медицины, государственные структуры становятся крупнейшими заказчиками и инвесторами. Через налоговые поступления и социальные взносы государство ежегодно аккумулирует около 1 триллиона евро налогов, и еще порядка 660 миллиардов евро – это социальных отчислений работников и работодателей. Дополнительно только в 2026 году объем новых государственных заимствований оценивается примерно уже в 180 миллиардов евро. И такое масштабное влияние государства связано прежде всего с попытками поддержать экономику в условиях слабого роста и стагнации Германии. Сегодня общий государственный долг Германии приблизился, напомню, к отметке около 3 триллионов евро, что значительно превышает объемы годовых заимствований корпоративного сектора страны. При этом значительная часть именно этих средств направляется на финансирование социальных расходов, пенсионной системы, медицины и программ поддержки населения. Критики же такой модели считают, что государство все активнее компенсирует слабость частных инвестиций за счет бюджетных расходов и долгового финансирования. Многие экономисты предупреждают, без масштабной господдержки экономика Германии могла бы столкнуться с гораздо более серьезным замедлением.
И ирония ситуации заключается в том, что даже при консервативном канцлере Фридрихе Мерце дискуссия о роли государства в экономике становится все острее. Если Фридриху Мерцу из партии ХДС и стоит сегодня вспомнить одну из своих, кстати, старых идей, то эти тезисы из его книги 2008 года осмелится принять больше капитализма. Однако нынешняя экономическая политика Германии все чаще вызывает споры о том, насколько страна вообще готова двигаться именно в этом направлении. Но, друзья, давайте перейдем к следующей острой теме и разберем парадоксальную, скажем так, ситуацию, которая разворачивается на немецком рынке труда. Еще вот буквально несколько лет назад Германия считалась одним из самых устойчивых рынков труда в Европе. Корпорации регулярно сообщали о нехватке квалифицированных кадров, политики принимали меры для привлечения специалистов, а ведущие институты предупреждали о влиянии старения населения. Это был тот период, когда у соискателей было значительно больше возможностей, то есть специалисты с опытом и образованием могли выбирать предложения и вести более уверенный торг с работодателями. Однако сегодня ситуация постепенно меняется, молодые выпускники немецких вузов все чаще сталкиваются с более жестким отбором. То есть люди отправляют десятки резюме, а в ответ получают либо автоматические отказы, либо отсутствие ответа. Компании по всей стране осторожнее подходят к найму, а вот производственные практики и стажировки уже не всегда даже переходят в постоянные позиции. Масштабы этой динамики отражаются и в статистике. Только вдумайтесь, уровень безработицы в Германии рос в течение 42 из последних 48 месяцев. Сегодня этот показатель достиг около 6,4%, что для немецкого рынка труда считается одним из более высоких уровней последних лет. По официальным данным Федерального агентства по трудоустройству, число официально зарегистрированных безработных в Германии уже несколько месяцев стабильно превышает 3 миллиона человек. И возникает очевидный и достаточно сложный для рынка труда вопрос: как же страна может одновременно говорить о нехватке квалифицированных специалистов и при этом фиксировать такой уровень безработицы? Это такой себе заметный дисбаланс на немецком рынке труда формируется не внезапно. Изменения происходят постепенно, то есть слой за слоем. В Германии речь не идет о нехватке любой абсолютно рабочей силы. Скорее, такой сформировался структурный дисбаланс в тех секторах, где экономика продолжает развиваться. По-прежнему ощущается дефицит узкопрофильных специалистов высокого уровня, в то время как в отдельных отраслях промышленности спрос на персонал заметно снизился. Например, глава авторитетного института экономических исследований ИФА профессор Клеменс Фюст отмечает, что Германия сегодня сталкивается с устойчивыми структурными вызовами на рынке труда и подчеркивает необходимость адаптации экономической модели и системы занятости. По его оценкам, молодым специалистам, которые только завершают обучение в вузах или профессиональных школах и выходят на рынок труда, становится сложнее находить стабильные позиции. Эти оценки руководителя института ИФА достаточно точно отражают текущую ситуацию, в которой оказались многие выпускники в Германии сегодня. Промышленный сектор, который ранее активно нанимал молодых специалистов, сегодня уже действует более осторожно. То есть компании пересматривают штатные планы, сокращают открытые наборы и переход к более консервативной кадровой политике. Первыми этот заметный сдвиг на рынке труда начинают ощущать именно молодые кандидаты. Наглядный пример приводит авторитетное издание Financial Times, описывая историю одной из соискательниц. Девушка имеет сильное высшее образование, международный опыт стажировок и профиль, который ранее считался востребованным на рынке услуг. Она отправила более 120 официальных резюме, но пока не смогла получить постоянную позицию. А еще несколько лет назад специалисты такого уровня, как правило, быстрее находили работу и даже могли выбирать между несколькими предложениями. То, что даже сильные выпускники теперь ищут работу месяцами в Германии, отражает изменение условий на рынке труда. Ситуация для начинающих специалистов и офисных сотрудников в целом становится более конкурентной,
То есть, согласно аналитическим данным биржи труда Stepstone, количество вакансий начального уровня в Германии снизилось примерно на 42%. Текущий рынок труда заметно отличается от средних значений тех предыдущих лет. Наиболее существенные изменения наблюдаются именно в сферах маркетинга, управления персоналом, администрирования, продаж и ранее активно растущем IT-секторе. Дополнительно процессы отбора и согласования кандидатов в самих компаниях стали занимать еще больше времени. Эта динамика во многом связана с более осторожной кадровой политикой бизнеса в условиях неопределенности. То есть компании чаще пересматривают стартовые позиции и стараются снижать риски при найме именно сотрудников без опыта. Параллельно часть рутинных офисных задач начального уровня, я вам рассказывал, постепенно автоматизируется с помощью цифровых решений и систем искусственного интеллекта. Единственной сферой в Германии, где спрос на молодых специалистов сохраняется стабильным, это реальный сектор – медицина и социальные профессии. Из-за демографических изменений, старения населения, больницы, дома престарелых, строительные те же компании, логистические центры и промышленные предприятия продолжают испытывать потребность в персонале. Однако выпускники гуманитарных и экономических специальностей сегодня не всегда ориентированы на такие виды деятельности, что, соответственно, дополнительно усложняет процесс трудоустройства. Одним из ключевых факторов, который оказывает давление на немецкий рынок труда, становится продолжающийся кризис в промышленном секторе. Именно индустриальная база, автомобилестроение, тяжелое машиностроение и химическая отрасль, о которой я вам рассказывал, долгое время обеспечивала значительную часть занятости и экономической устойчивости Германии. В последние же годы этот сектор сталкивается с рядом структурных вызовов. Среди них это высокие цены на энергоносители, ослабление внешнего спроса, усиливающаяся, кстати, конкуренция со стороны Китая и рост затрат на рабочую силу и масштабные изменения, связанные с переходом к новым технологическим стандартам, включая электромобили. Все это, что я назвал, влияет на кадровое решение компаний, которые становятся более осторожными в своем найме. Глава института ИИФа Клеменс Фюст сегодня также отмечает структурные изменения на рынке труда. По его оценке, создание новых рабочих мест в Германии все чаще происходит в государственном секторе, тогда как в части промышленности наблюдается сокращение потребностей в персонале. Для экономики Германии это означает постепенное, скажем так, перераспределение структуры занятости, то есть промышленные рабочие места традиционно отличались, вы знаете, высокой производительностью, хорошим уровнем оплаты и создавали основу для целых цепочек смежных отраслей от поставщиков до регионального сервиса. Поэтому изменения в промышленном секторе неизбежно отражаются и на других сегментах экономики. Экономисты подчеркивают, что переход рабочих мест между секторами не всегда происходит напрямую и требует времени для адаптации рынка труда. Таким образом, сегодня экономика Германии постепенно входит в фазу так называемого тихого кризиса. Его особенность в том, что на первый взгляд массовых увольнений на предприятиях не наблюдается, однако компании все чаще ограничивают или полностью приостанавливают наем новых сотрудников. На это влияет и совокупность факторов, например, достаточно жесткое трудовое законодательство Германии, сильная роль профсоюзов, коллективные тарифные договоры и система совместного принятия решений. То есть любые сокращения персонала в крупных компаниях часто сопровождаются высокими издержками, включая те же выходные пособия, возможные судебные споры и значительные репутационные риски. Поэтому бизнес нередко выбирает более осторожную стратегию, то есть часть компаний не заполняет вакансии после ухода сотрудников, в том числе при выходе на пенсию. Освободившиеся те позиции в ряде случаев остаются просто-напросто не закрытыми. Для действующих сотрудников ситуация выглядит относительно стабильной, однако для новых соискателей рынок становится более ограниченным по количеству доступных позиций. Именно это замедление найма подтверждается и статистикой.
Известный институт исследований занятости фиксирует снижение числа открытых вакансий. Например, в третьем квартале 2025 года количество предложений о работе в Германии составило около 1,3 миллиона. Это примерно на 246 100 вакансий меньше, чем годом ранее. В четвертом квартале показатель частично вырос до 1 миллиона 260 тысяч. Однако все еще оставался примерно на 10% ниже уровней предыдущего года. Для соискателей это означает, что конкуренция на доступной позиции становится выше, а вот процесс трудоустройства требует больше времени и усилий. На этом наш подробный аналитический разбор с вами завершен. Спасибо за то, что уделили свое внимание и досмотрели до конца.